Молодой путешественник Артур, совершая одним воскресным утром заплыв на байдарке с целью активно провести досуг и сделать несколько удачных снимков, увидел на своем пути преграду в виде маленького островка, заваленного ветками. Среди них стоял и поглядывал в его сторону испуганный худой пес. Артур был потрясен увиденным, малыш настолько был истощенным и жалким. Песик повиливал дружелюбно хвостиком, несмотря на слабость, видимое внутреннее напряжение. Его слабенькое тельце дрожало от холода, а сквозь тонкую синюшнюю кожу виднелись отчетливо тоненькие ребрышки. Как он здесь оказался, давно ли отстал от людей, заблудился? На эти и другие всплывавшие в голове гребца вопросы не было ответов, но молодой человек осознавал, что бросить одинокую и истощенную собаку он не сможет. Артур почувствовал ответственность за судьбу этого песика и решил действовать. Позже, вспоминая эту историю, парень рассказывал родне: «Друзьям, мне казалось в тот момент, что от нахлынувшего волнения у меня вырвется сердце из груди». Артур выбрался из своей байдарки и как можно скорее напролом пошел по воде навстречу собаке. На всякий случай он решил громко крикнуть в надежде увидеть, возможно, рыбака или кого-то еще из людей, находящихся рядом, но молодой человек, издав крики, понял, что вокруг никого нет. И песик действительно совсем здесь одинешенек и ждет с нетерпением появления поблизости хоть одной живой души, которая могла бы прийти ему на выручку. Добравшись до торжествовавшего пса, парень перенес его в байдарку. Чуть позже, согрев и накормив немного собаку, молодого человека стал волновать следующий момент: он плавал на территории другого государства, Центральная Америка. Что значило, могли возникнуть определенные сложности с обретенной собакой. Малыш, которого он назвал Барри, явно нуждался в помощи, и Артур погряз в размышлениях над тем, каким образом он может оказать содействие животному дальше. Спустя сутки парень должен был возвращаться обратно, но оставить бездомного пса он не имел права ввиду своих моральных устоев. И нашлись неравнодушные люди, которые стали активно помогать. Кто-то принес еще пищу, кто-то помог сопроводить Артура с песиком к ветеринару, чтобы потерявшуюся собачку мог осмотреть специалист. И вот спустя время Барри уже осматривала девушка-ветеринар, брала у него анализы и отмывала тело малыша от въевшейся грязи, обрабатывала шерсть от блох. К сожалению, спустя пару часов молодому человеку пришлось возвратиться в отель, а песик остался под контролем доктора. Ветеринар пообещала держать связь с Артуром и информировать парня о состоянии найденного животного. Анализы показали, что серьезных отклонений по части здоровья Барри нет, и Артур был рад этой и другим новостям, поступавшим регулярно от врача. Вот только одна мысль волновала фотографа: пса некуда было деть, поэтому молодой человек был вынужден найти людей, согласившихся взять Барри на передержку. Юная особа по имени Мелани стала для песика приемной мамой на следующих 2 месяца. Она частенько отправляла Артуру видео и фото, чтобы тот знал, как живется его другу Барри. Вне всякого сомнения, подрастающий, набирающий активно вес пес, был счастлив, обласкан, у него была крыша над головой, теплая подстилка, еда и, что самое главное, забота и контакт с людьми. Он преобразился внешне, спрятались под жирок ребрышки, ушла испуганность во взгляде, и даже ушки, которые раньше уныло свисали по сторонам, теперь торчком стояли на макушке. Спустя пару месяцев окрепший пес отправился к Артуру в Даллас. Парень решил все-таки оставить себе пса и забрать его в свой дом. Долгожданная для фотографа встреча состоялась в аэропорту. Это был волнительный для меня момент. Я тогда размышлял, а вдруг Барри меня не вспомнит, рассказывал позже парень. И это было действительно так. В первые минуты встречи пес не осознавал до конца, как реагировать на Артура, и начал обнюхивать его кроссовки. Но спустя пару минут Барри вскочил на задние лапки и стал весело прыгать, взад-вперед виляя хвостом. Вскоре хозяин и его дружелюбный пес были уже в Монтане, где жил и работал молодой человек, и питомец очутился в настоящем снежном царстве.
Это было невероятное зрелище после жаркого Белиза оказаться вдруг совсем в ином месте, в зимней сказке, и пес от увиденного явно был в восторге. Артур неустанно повторяет, что встреча с его четвероногим другом – это судьбоносный момент, ведь они обрели друг друга совершенно случайно, а вот теперь не расстанутся никогда. Вот такая необычная история спасения от путешественника из Канады. Даже находясь в чужой стране, парень смог помочь псу. Это как минимум вызывает уважение. Согласны?